Вадим Зеланд. Писатель, автор мирового бестселлера «Трансерфинг реальности». Для большинства женщин измена – это шаг отчаяния, и это должны осознавать мужчины. Волшебник внутри вас – ваша душа. Пусть разум позволит ей быть уникальной. Чем сильнее ревность, тем глубже могила для любви. Современный человек вовлечен в гонку за всем, чего он, с точки зрения социума, должен достичь. Все, что не делается, к лучшему. Ищите плюсы в самых плохих ситуациях. Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце. Если вы не управляете реальностью, она начинает управлять вами. Каждый делает свой выбор и получает только то, что готов иметь. Если ваша половинка от вас ушла, значит, это не ваша половинка. Любое отношение, в которое вкладывается неистовое чувство души, твердая убежденность разума, отражается в реальности. Если вам говорят «пойдите туда», «не знаю куда», «найдите то», «не знаю что», но чтобы в итоге получилось нечто обалденное, идите за клубочком и найдете. Оставайтесь свободными даже от тех, кто вещает вам о вашей свободе. Беда разума в том, что он склонен воспринимать события, которые не укладываются в его сценарий, как препятствие. Никто не посмеет вас судить, если вы не считаете себя виновным. Только вы сами добровольно можете дать другим привилегию быть вашими судьями. Если вы будете воспринимать жизнь как праздник, несмотря ни на что, значит, так оно и будет. Чем сильнее желание обладания или ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил. У большинства людей душа превратилась в испуганное бесправное существо, которое забилось в угол и с грустью наблюдает за тем, что вытворяет оголтелый разум. Безусловная любовь – это чувство без права обладания, восхищение без поклонения. Другими словами, она не создает отношений зависимости между тем, кто любит, и предметом его любви. Деньги – не цель и даже не средство ее достижения, а всего лишь сопутствующий атрибут. Целью является то, чего человек хочет от жизни. Ощущение ясности без слов, знание без веры, уверенности без колебаний и есть состояние единства души разума. Мы никогда не сможем описать совершенно точно абсолютную истину,
потому что понятия, которыми мы пользуемся, сами по себе относительны. Чтобы отказаться от чувства вины, достаточно быть самим собой. Мир, как зеркало, отражает ваши отношения к нему. Когда вы недовольны миром, он отворачивается. Когда боретесь с миром, он борется с вами. Когда прекращаете свою битву, мир идет навстречу. Пользуясь чужими решениями, вы отдаете свою судьбу в чужие руки. Позволь себе быть собой. Позволь другим быть другими. Недовольство миром ведет к нарастающему ухудшению жизни. Если вы сбросите с себя паутину предубеждений и ограничений, искренне поверите, что достойны своей мечты, и позволите себе иметь желаемое, вы это получите. Позволить себе иметь – главное условие исполнения желания. Каждый человек свободен выбирать себе любую судьбу. Единственная свобода, которой мы располагаем, это свобода выбора. Каждый может выбирать все, что захочет. Деньги приходят сами, как сопутствующий атрибут на пути к цели. Встречайте деньги с любовью и вниманием, а расставайтесь весело и беззаботно. Выбор – не просьба, а ваша решимость иметь и действовать. Человек получает то, что выбирает. Привычка неосознанно мусорить и сквернословить почти наверняка указывает на то, что данный человек попросту сожительствует с глистами. Душа послана в материальный мир не для отречения от материальных ценностей. Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь. Счастье не в пункте назначения, а в пути. Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят все новые. Сильное впечатление производит не общепринятая красота, а удачно подчеркнутая индивидуальность. Если вы совершили большую ошибку и подверглись неудаче, радуйтесь, вы на пути к успеху. Если вы будете заниматься самобичеванием, ныть и жаловаться на жизнь, неудачи будут повторяться снова и снова. Все, что сейчас с вами происходит, вы создали когда-то сами. Каждый ошибается, и дурак, и умный. Но в отличие от первого, умный признает свои ошибки. Так вот, признав вслух, что человек был когда-то прав, вы сразу же добьетесь его расположения. Иногда выпадают минуты согласия души разума. В такие моменты душа поет,
а разум с удовлетворением потирает руки. Разум может сделать безукоризненную копию, но оригинал способна создать только душа. Слова, произнесенные вслух, просто сотрясение воздуха, слова про себя – вообще ничто, а вера – это мощная энергия, хоть ее и не слышно. Примите своих детей такими, какие они есть. Они не больны, они просто другие, не такие, как все. Это очень хорошо, когда человек не такой, как все, вот что нормально. Ненормально теперешнее положение, когда все мыслят и действуют одинаково. Лучше искренне любить себя, чем неискренне других. Душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает, она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Осуждая и критикуя людей, вы лупите руками по воде и пытаетесь плыть против течения. Махните рукой на чужие недостатки и думайте только о своих достоинствах. Обаяние – это взаимная любовь души и разума. Заведите себе идиотскую привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселей, чем раздражаться и ныть по любому поводу. Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Не цель достигается с помощью денег, а деньги приходят на пути к цели. Взламывая стереотипы, вы открываете запертые двери. Подлинный успех вырастает на руинах ваших неудач. Есть один великолепный способ настроить человека против вас, дать ему понять, насколько вы хороши по сравнению с ним. Фантазий, как таковых, не существует. Любая выдумка – уже реальность. Люди часто охотно ругают других за то, что им самим не нравится в себе. Позволить себе иметь – главное условие исполнения желания. Если мужчина знает, за что именно он любит женщину, то он не любит ее. Вадим Зеланд. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.